Всем огромный привет! Поговорим сегодня о влогах канала Семья Бровченко. Ну, а пока я буду рассказывать, что у них произошло во влогах, вы ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы оставаться в курсе новых обзоров. Бровченко, конечно, как всегда, меня удивили и поразили. Бровченко, видимо, не умеют так, чтобы просто снять обыкновенный влог, так, чтобы не удивлять своих зрителей. Но видите как, не умеют так Бровченко. Написали их дети письма Деду Морозу и бабушке Снегурочке. Да, именно так Таня и выразилась. Но, видимо, Таня позиционирует себя как бабушка, и поэтому для нее бабушка Снегурочка это нормально. Ну, а Боря, видимо, все-таки дед. Да, так что бабушка рядышком с дедушкой. Ну и, понятное дело, Таня 150 раз она потом вспоминала о том, что Снегурочка все-таки это внучка, потом внучка превращалась снова в бабушку. В общем, Бровченко не понять. Говорит Таня и Боря, что для них это вполне в норме вещей, да, для их семьи, что дети знают о том, что подарки на Новый год дарит мама и папа. Да, она говорит, так и сказала Таня, мол, будет подарок от Деда Мороза и Снегурочки в лице мамы и папы. Нормально так вообще. То есть никакого момента такого, вы знаете, как магии, волшебства, чуда, какого-то новогоднего, ничего этого нет. Единственное, что сделали дети, так они написали письма. Причем Таня говорила, вы задобрите Деда Мороза и Снегурочку, напишите, какие они хорошие, какие они классные, как вы их любите, ну и так далее. А потом уже, мол, просите подарки. Думаю, нормально так. Дети вам сами по себе, видимо, этого не говорят, что мама, папа, как мы вас любим. Думаю, правильно, за что вас любить-то? Вот так издеваетесь над своими собственными детьми. Так вы теперь вот решили заставить своих детей вас любить. Ну, по-другому это не назвать. Мол, не напишите, что вы нас любите, не получите вообще никаких подарков. И вот бедные дети были вынуждены писать о том, какие распрекрасные у них родители. Дед Мороз и Снегурочка сразу выдвинули свои требования. Они заявили, что не просите деньги и сладости. Да, ну вы и так видите и деньги, и сладости в течение года. Что-то я не помню этого момента, да, чтобы сладости дети видели, еду какую-то, да, вот в течение года. Ну нет этого. Бровченко не кормят своих детей. Ну не кормят они их. Единственная пара-тройка влогов сняты были, да, для опеки. Что посмотрите, сколько у нас сухофруктов в свободном доступе, какие-то там сладости. Вот здесь, посмотрите, у нас селедка, а тут у нас картошка вареная, да. Это все для опеки. А тут я еще собираюсь супчик варить, ну или еще что-то. Кстати говоря, нам Таня так и не показала, как дети сидят и едят это все. Вообще ничего не показала. Она сказала, что она собирается готовить кучу всякой еды. И где это все? А нет этого всего. Потому как если бы это на самом деле было бы, если бы и Таня наготовила кучу всего, и дети сидели бы и ели, Таня 100% сняла бы этот влог. По крайней мере, для опеки это было бы интересно. Но, видите, нам никто не показал, и поэтому я уверена, что этого ничего и не было. Все осталось только на уровне слов. Ну и самое интересное. Оказывается, только 4 детей написали письма. Думаю, ну окей, Максим маленький, он еще не умеет писать, да? Как-то вот Максима можно спросить, что он хочет. Что, в принципе, Таня и сделала. Максим захотел какую-то елочку, я так понимаю, съедобную какое-то печенье в виде елочки. Но я так понимаю, что Таня его разделит, да, на себя, на Борю старшего и на Максима. Если Максим, конечно, что-нибудь останется от той елочки. Поэтому Таня очень обрадовалась такому желанию Максима. А вот еще-то остается 5 детей. Всего-то 6 детей, да, минус 1 Максим, 5 детей. То есть 5 писем должно быть, но нет, писем было всего 4. Я так понимаю, что Аню, как самую старшую, сбросили со счетов. Все, Аня теперь на вольных хлебах, как хочет, пусть и зарабатывает сама себе, какие хочет подарки, пусть сама себе и покупает. Аня уже отрезанная ломоть. И я думаю, именно так. Во время съемки этого влога в комнату зашел Тимофей, вы знаете, на нем были шлепанцы надеты, но на босу ногу, да, ну хотя бы так, хотя бы шлепанцы, да. Ой, кошмар, зима на улице, а дети у них то босиком, в принципе, то какие-то такие вот летние шлепанцы, какие-то пляжные, ну, кошмар, конечно, да. Почему-то Таня и Боря не ходят вот так вот, как дети, да. На них наверняка и носочки надеты, вон Таня сколько пар носков покупила, помните? А сейчас вот почему-то не надевает на эти носки на детей, ну не следит за тем, чтобы дети были хотя бы в носочках. Только вот для себя любимые, для себя и для Бори. Оказывается, что дарят они подарки еще и на день рождения семьи. Не только на Новый год, но и на день рождения семьи. Думаю, о, Бровченко, у вас есть какие-то свои традиции семейные? Что случилось? Вот. И, конечно же, на этот день рождения семьи, так как
все члены семьи должны дарить друг другу подарки. Дети тоже дарят подарки родителям. Ну, кто бы сомневался. Вот если бы Таня не придумала бы то, что дети должны дарить подарки, я думаю, день рождения семьи тоже никто бы не отмечал бы. Да, Таня говорит, кто что, мол, хочет подарить и сможет подарить, тот то и дарит. Думаю, это, конечно, здорово, хорошо, но опять же, получается, что те карманные деньги, которые вы выдаете детям для того, чтобы они купили себе хоть раз в месяц какие-то сладости, да, они вообще у вас практически ничего не едят и не видят, они будут вынуждены как-то вот насобирать эти деньги. Мало того, что дети должны одаривать друг друга в день рождения брата или сестры, так теперь еще и день рождения семьи обязаны отдать. То есть, в принципе, дети ничего не видят из тех карманных денег. Я считаю, это как-то, ну, как минимум, странно и как максимум вообще недопустимо. Но опять же, так считаю я, а Таня и Боря считают, понятное дело, иначе. И как выяснилось, комната родителей многодетных – это их личная комната, представляете? Личная комната есть у многодетных родителей. Родили 6 детей, и оказывается, им надо личное пространство теперь. Представляете, им нужна личная комната. Значит, на двоих, на Таню и Борю, одна комната, да? И на 5 мальчишек тоже одна комната. Это вообще честно, справедливо, нормально вообще это? Я просто в ужасе. Ну, а дальше Таня и Боря отправились в город. Да, говорит Таня, вот такие дороги, заметены снегом какие-то участки дороги расчищены, в общем. Говорит, вот я сейчас еду и чувствую себя Аленушкой в зимней сказке. Ну, Таня, с каких пор Аленушка, она была в какой-то зимней сказке? Ну, не было такого. Весна, время действия, да, сказки. Весна, лето, ну, может быть, осень, да. Так, в принципе, зимой никаких Аленушек и не было. Но Боря ее подправил, да. В общем, Таня поняла, что она что-нибудь то сказала. В общем, не знаю, Таня сказки. Вот такой вот вывод я могу сделать. И это та самая мама, у которой дети на семейном образовании, та самая мама, которая говорит, я читаю сказки детям. Да? Правда, раньше она читала, что сказки это не обязательно. Да? Но потом она резко изменила свое мнение, когда ей стали присылать детские книги, в том числе и сказки на обзор. Тогда Таня уже полюбила и драконов, против которых она была очень так вот серьезно настроена. Полюбила каких-то фантастических героев, которые, может быть, по внешним каким-то признакам мало похожи на людей. Таня тоже читала, что это недопустимо. Сейчас допустимо. Как стали присылать на рекламу, халява такая, да? Уже все можно, уже все только повеяло халявой. Халява всемогущая, но иначе никак не сказать. Вы знаете, я, наверное, посоветовала бы Тане все-таки перечитать сказки, в которых есть главная героиня Аленушка. Уверена, что у Тани там куча этих самых книг. Если она, конечно, на Авито еще не продала. Помним мы все прекрасно, куда отправляются, в принципе, все вот эти вот книги, которые ей присылают на обзор. Хотя Таня утверждает, мы с детьми будем читать, мы такие книгачей. Ну да, ну да. Ну а дальше Таня говорит, как хорошо, что мы выехали в выходной день в город. Никаких толкучек и тянучек. Ну, тянучка это по-бровченковски, это пробка. Ну, а толкучки, наверное, большое скопление машин на дороге. Не знаю. В общем, у Бровченко свой сленг и какой-то свой язык уже сформировался, внутрисемейный. Оказывается, у Тани есть фобия. Она очень боится зимних дорог и просит Борю ехать очень и очень медленно. Крайне медленно. Ну, что Боря, в принципе, с удовольствием и делает. Говорит Таня, вот жить теперь мне с этой фобией. Да, фобия зимних дорог. И никак Таня не может побороться с этим страхом. Вот побороться с ним она ну никак не может. Все собирается, да собирается с ним побороться. Но все, то времени нет, то досыпать надо, в общем, то куча каких-то других проблем. То в сауну срочно надо. Не находит в себе Таня сил и, главное, времени не находит на то, чтобы побороться все-таки с этой фобией. Смотрит Таня всякие разные шоу, где едят насекомых, и говорит, никогда бы не смогла участвовать в таком шоу, потому как там, ну, надо было бы поесть насекомых. Во-первых, Таня соврала нам. Все мы прекрасно помним, как она пропагандировала подобное питание, как дети, ну, на тот момент, по-моему, была только Аня и Паша у них, да, из детей. Они ели кузнечиков, и саранчу, и как-то там еще что-то в этом плане. Да, Таня говорила белок, в общем, и так далее, полезен. А сейчас ты посмотри, переобувается Таня в воздухе моментально.
И это раз. А второе, конечно, если бы ей заплатили бы деньги, если она это делала раньше бесплатно, да, в силу своих каких-то там убеждений, то если бы ей сейчас заплатила бы какая-то телекомпания деньги за то, чтобы Таня поучаствовала в подобном шоу, я думаю, что Таня туда побежала бы ронять эти тапки, которые она так сильно любит целовать. Ну и самое интересное, оказывается, через полгода Таня уже планирует переехать в свой дом. Думаю, нормально так. А ничего, что зима впереди. Полгода это при хорошей погоде, нормальное время года, если строить дом. Да, за полгода его реально выстроить. По крайней мере, так и фирма обещает строительная. Но в зиму кто начинает строительство зимой? Да никто. Кроме Бровченко, понятное дело. Бровченко уже рассчитали, что через полгода они уже въезжают в свой дом. Хотя как позже выяснится, там даже не начались еще работы. Абсолютно никто ничего не начал делать, потому как холодно. Но Таня надеется, что будет скоро тепло. Ну, такая вот оттепель, да, через пару-тройку недель. И вот там начнутся какие-то строительные работы на участке. Ну, что сказать. Бровченко, они, конечно, непобедимы в своей тупости. Радует Таню то, что нет огромедных сугробов, да, огромедные. Медные сугробы, подумала я. Да, жесть, медь, огонь, вода и медные трубы. Уже Таня мечтает о том, какая дорожка будет у нее там на участке. Из лиственницы она знает, что эти дорожки очень хорошего качества. Уже распределила Таня самое главное на участке. Это, понятное дело, только стрищин, куда без него. И бассейн. Думаю, боже, вам только бассейн осталось завести. Вот. И, конечно же, бассейн будет не просто так, а бассейн еще и в теплице будет. Боже, боже, когда вы это все сделаете? А самое главное, для кого? За этим всем такой уход нужен. И за бассейном, что в теплице, что вне теплицы, нужен уход. Кто этим будет заниматься? Вы, как сама Таня признается, не молодеете. Ну, а кто этим еще будет заниматься? Все-таки расчет, я так думаю, на детей. Расчет на детей в том, что они и ипотеку выплатят, и будут ухаживать за этими всеми бассейнами и прочими конструкциями, которые Бровченко планирует у себя на участке воздвигнуть. Таня хочет еще деревья плодовые посадить. Лук, говорит, буду выращивать, малину посажу, клубнику. Это, говорит, все то, что не требует особого ухода. Но малину посадить надо за ней ухаживать. Ее надо обрезать. Правильно, правильно. Это раз. Во-вторых, малина шагает, все прекрасно знаем, и может запросто перешагнуть на участок соседа. И вряд ли соседу понравится, что соседская малина у него на участке. То есть надо листы жести вбивать глубоко, вкапывать, точнее, глубоко в землю, где-то на метр-полтора, возможно, даже, да, с тем, чтобы малина осталась на участке у Бровченко, чтобы она никуда не стала шагать. Клубника, за ней тоже нужен уход. Ну, надо ухаживать за клубникой, и усы обрывать вовремя, и пересаживать ее надо тоже вовремя. Как-то вот есть своя система ухода за клубникой с тем, чтобы была крупная ягода. Но опять же этим кто будет заниматься? Опять же дети, понятное дело, потому что и Таня, и Боря, они не молодеют. А еще у них будет 8 грядок. Не определилась Таня 4, 5 или 6 метровых, но 8 грядок она точно знает будет. Говорит, это вот так мало. Таня, даже если по 4 метра, 8 на 4, 32 метра. Представляешь, такая гряда, 32 метра. Ой, Таня, тебе много и 5-метровой грядки одной, а ты хочешь 8 грядок. Ну, максимум по 6 метров каждая. Ну, не знаю, не знаю. Опять же, кто этим всем будет заниматься, неизвестно. Вы у Горохова жили, у вас был участок хороший. Кто за ним ухаживал? Кто там что сделал? Да никто и ничего. Такая же история будет и здесь, в новом доме. Ну и, конечно, вишенка на торте. Говорит Таня, что они приняли решение, да, приняли волевое решение, сказала бы я, собирать деньги на ремонт. Думаю, нормально такая ипотека, все уже выплатили или как? Говорит, потом на забор, значит, первоочередная задача, деньги на ремонт, потом деньги на забор, ну, а потом уже как-нибудь, говорит, ипотеку будем оплачивать. И ничего, что платеж по ипотеке все-таки ежемесячный. И в первую очередь надо думать о деньгах, которые возьмете на выплату ипотеки. Но нет, видите, первоочередная задача все-таки это ремонт. Странные, конечно, рассуждения у Бровченко. Кстати говоря, для забора они хотят взять был материал. Думаю, нормально так. Забор вообще не важен, я так понимаю, да? Пусть будет какой-нибудь такой ненадежный, покосившийся, да, из БУ какого-то материала. А, действительно, зачем надо из нового материала, так, чтобы надежный был забор? Ну, мало ли что, да? Нет. Нет. И
Их устраивает забор из БУ материалов. Ой, ну что сказать, это Бровченко. И вообще Таня чувствует, что если вдруг зима, вот сейчас будет оттепель, да, потом снова зима вступит в свои права, все-таки Новосибирск. Говорит, вот зима, если будет холодная, то стройка не начнется как надо, да, и придется все-таки весной начать строительство. Но Таня так не хочет, чтобы весной начали строительство. Я когда-то услышала, думаю, Таня, ты вообще в своем уме, ты соображаешь, что ты говоришь. Люди начинают как-то вот строиться весной. Весна, лето в основном, да. Так что быть уверенным в том, что действительно и качество работ будет хорошим, и скорость выполнения работ будет нормальной. Нет. Таня не хочет, чтобы весной начинались. Но ей надо прямо вот сейчас, вот в зиму. Новогодняя такая стройка у Тани. Я не знаю вообще, чем она думает и о чем она думает. Как Таня говорит, морозы послабнут. Да, они должны послабеть. Ну или послабнуть. И тогда, мол, стройка начнется. Ну, я так думаю, что ничего не начнется. Действительно, все будет только вот ближе к середине весны, даст Бог, только начинаться. А еще Таня едет на стрижку, да. Ну, думаю, мы уже видели, в принципе, стрижку Тани. Почему? Потому как у Тани беда с хронологией ее влогов. Но эта стрижка, конечно, да. Вид был на море и обратно у Тани. Но думаю, может быть, сейчас мы посмотрим эту стрижку. Может быть, знаете, как вот только-только, когда вот постриглась, она вообще как-то вот не мыла голову, не укладывала сама. Вот думаю, после парикмахерской, вот ее там постригли, уложили. Думаю, дай-ка посмотрю. Вы знаете, ничем вид не отличается. Я так понимаю, что вообще никакой укладки не было. И стрижка ужасная. Каре жуткая. Таня похожа на располневшего и постаревшего Гоголя. И даже вот Гоголь как-то получше выглядел, вы знаете, да. Таня ужасно выглядит. И я не знаю, куда смотрел ее так называемый стилист, хотя Таня говорит, уже 3 парикмахеров сменила. Куда смотрели те парикмахеры? Почему они не посоветовали ничего? Ведь видели, какой типаж, да, и что подходит, какая там прическа лучше подойдет, какая подчеркнет ее достоинство, скроет ее недостатки, ну и так далее. Нет. Видимо, Таня решила, я никого не буду слушать, а буду делать так, как я хочу. Вот результат. Результат, конечно, ужасный. Вот все это вот как-то так в облипочку, там вот никакого объема на голове нет. Вот это вот каре такое какое-то странное, действительно. Ну, вообще, конечно, нормальный стилист настоял бы на своем решении. Но опять же, с кем спорить? С Таней. Таня уверена, что только она права всегда и во всем. И есть два мнения: Танина и неправильное. Ну вот результат. Хотя, вы знаете, Таня в восторге. Ей так нравится ее прическа. Просто в восторге таком щенячьем. И я так понимаю, теперь вот будет у нее такая прическа. Она даже где-то в календаре хочет отметить, когда она постриглась. И когда именно волосы у нее вот этой длины оптимальные, как Таня считает. Вот, ну, в общем, будем наблюдать. И стриглась Таня 1:20. Я думаю, а что ж такого сверхъестественного сделала тот парикмахер? Вот что эта женщина сделала сверхъестественного? Она просто укоротила эту прическу, которая была у Тани. Просто ровно срезала. Ну вот и все. Боря в восторге, Таня там показывает и сзади эту прическу, и сбоку. Боря, понятное дело, в восторге. Танечку, девочку, надо поддержать. А если бы Боря сказал бы, что плохо, могу себе представить, что Боря тогда услышал бы от Танечки, девочки, слонышка своего. Вот. Ну и, конечно, очень мне интересно было услышать о том, что волосы у Тани висят. Да, она так и сказала. Волосы, говорит, хочу, чтобы либо ровно висели, либо уходили чуть под подбородок, и чтобы в обратную сторону они не завивались. Как-то так. Вот такие вот у Тани есть предпочтения и пожелания. Теперь надо, чтобы все это Таня сказала своим волосам. И чтобы волосы это приняли к сведению и делали ровно так, как хочет Таня. Кошмар какой-то. Ну, а относительно подарков, как выяснилось, Таня и Боря уже заказали всем детям подарки. Парочку подарков надо еще докупить. Но, говорит, ну какие-то подарки мы вам покажем чуть позже, после Нового года уже, да. И вообще сам процесс одаривания детей мы показывать не будем, да. Реакцию детей на эти подарки тоже показывать будем. Это, как выяснилось, не все дети любят, когда им дарят подарки на камеру, да. Поэтому мы покажем только сами подарки, что они там купили. Ну, что сказать. Хотя бы так, посмотрим. Что же Таня и Боря могут купить своим детям. Я так думаю, что подарки будут из расчета 500 рублей на ребенка, не больше. Все мы прекрасно помним, как
Таня дала 500 рублей своему ребенку. По-моему, это был Саша, если я не ошибаюсь, да? И сказала, вот иди в магазин, покупай все, что хочешь, на 500 рублей. И ни в чем себе не отказывай. Ну, вот, и вообще, завтра Боря на работу. Думала, Боря, ты трудяга, ты просто трудоголик. Да. Таня при всяком удобном случае подчеркивает, что вот Боря завтра на работу. И, кстати говоря, непонятно, был Боря на работе в прошлый раз, когда вот он говорит, нет, завтра на работу. Хотя тут же уточнила, завтра мороз минус 20. А если и завтра будет мороз минус 20, а возможно еще и посерьезнее будет мороз, но Новосибирск все-таки, да. Я не знаю, пойдет Боря на работу, не пойдет Боря на работу. Ну, а сейчас, понятное дело, они будут отдыхать. Вот чем еще могут заняться многодетные родители? Только отдыхом. Они умеют отдыхать. Ну да, там несколько винчестеров у них с фильмами, их надо все пересмотреть. Фильмы сами себя не пересмотрят. Поэтому да, Боре и Тане надо, конечно, отдохнуть. Ну, вот таким получился у меня обзор влога канала Семья Бровченко. Если он вам понравился, ставьте лайки. Если нет, ставьте дизлайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока.